Всем привет, вы на канале Smart 7. Новости из мира высоких технологий на каждый день. Наконец стало известно, как будет выглядеть iPhone 13. И будет ли он вообще иметь такое название. Сегодня мы озвучим все характеристики флагмана, его внешний вид и цену смартфона. Каким будет iPhone 13? По слухам, iPhone 13 будет очень похож на iPhone 12, по крайней мере внешне. Однако с аппаратной точки зрения флагманский смартфон Apple ждет серьезный апгрейд. Известно, что он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, более мощный процессор, возможно M1, Face ID 2.0, состоящий из меньшего количества компонентов и занимающего меньше пространства во фронтальной выемке, а также аккумулятор увеличенной емкости. Хотя до предположительной даты выхода iPhone 13 еще около 3 месяцев, это не мешает инсайдерам каким-либо образом получать информацию о новинках. На этот раз они разместили не только фотографии всех 4 моделей iPhone, но и также объем оперативной памяти, цену, размер экрана и другие особенности. Сперва все кажется очень похожим на правду, тем более слив выполнен в стиле карточек сайта Apple. Но если присмотреться внимательно, становится понятно, что все не так просто. iPhone M1. Число 13 ничем не хуже, чем другие числа. Страх перед ним — это предрассудок. И тем не менее, в обозначении модели устройства, которое предполагается продать сотнями миллионов покупателей, число 13 лучше не использовать. Как назовут iPhone этого года? iPhone 12s, iPhone 14 или все-таки iPhone 13? Эксперты считают, что он будет называться iPhone M1, потому что в нем будет чип M1. Но название и чип в этой идее играют роль второго плана. По одной из версий, iPhone M1 изменится внешне. Челка в ее нынешнем виде исчезнет. Вместо нее на верхней кромке iPhone появится выступ, и пользователю будет доступен весь экран полностью. Автор этой идеи тот самый Антонио де Роза, который в 2010 году сочинил концепт iWatch. Они похожи не похожи на Apple Watch, представленные публике в сентябре 2014 года. Когда iPad только поступил в продажу и был страшным дефицитом, Антонио понял, что следующим убийственным устройством Apple должны стать умные часы. Концепт имел успех, получил несколько призов и не был забыт до сих пор. Apple Watch поступили в продажу через 5 лет после публикации этого концепта. Будет ли у концепта iPhone M1 реальное продолжение? Вполне возможно, и может быть даже в этом году. В новом iPhone будет M1. M1 пришел на смену целому ассортименту процессоров от Intel. M1 используется там, где до него трудились мобильные и десктопные процессоры Intel, десятков модификаций. M1 не пощадил и своих, заменив в iPad Pro мобильный чип особой мощности Apple A12Z, доработанную и улучшенную модификацию Apple A12X. Во всех M1 устройствах используется один и тот же M1, без Core i3, Core i5, Core i7 и без цифровых индексов. M1 экономичен и производителен, а чем большими тиражами его производят, тем дешевле он обходится Apple. Кажется, что этот чип можно использовать где угодно, но все не так просто. Apple упрощает номенклатуру чипов, насколько это возможно. Но некоторым устройствам нужны более мощные чипы. Мощные значит более прожорливые и выделяющие больше тепла. Применение мощных прожорливых чипов не всегда и везде оправдано. На их место пришли компьютерно-планшетные тяжелые чипы. Пока такой чип один, M1, по сравнению с легкими A-чипами, M1 тяжелый и прожорливый, и чтобы его использовать iPhone, надо повышать энергоэффективность. Чем выступ лучше челки в iPhone? Плюсы очевидны. Все элементы, для размещения которых приходится вырубать кусок экранного пространства, с комфортом и без проблем размещаются в выступе. Им много места не надо. Пространство экрана все без исключения предоставлено пользователю. Разработчикам программного обеспечения, самой Apple и за ее пределами, это облегчит жизнь. А чем программисту легче и комфортнее, тем реже он ошибается. Минусы не менее очевидны. Выступ остается выступом. Пусть даже это элегантно встроенный в конструкцию и даже эстетически приемлемый, но увеличенный в размере смартфон. Он делает форму устройства более сложной. Возможно, я преувеличиваю эти недостатки и не вижу какие-либо другие, еще более серьезные и опасные. Впрочем, через какое-то время все это может появиться в одном из новых поколений iPhone. А как вам такой дизайн нового iPhone? Расскажите, что думаете об этом в комментариях. Цены и характеристики iPhone 13. К размерам экрана и даже дизайну нет вопросов. Уже давно известно, что Apple оставит тот же форм-фактор, что и в iPhone 12 для новой линейки iPhone. Возможно, все новые версии iPhone 13 получат чип Apple A15.
Также в iPhone 12 установлен Apple A14, хотя многие считают, что в iPhone 13 Pro и в iPhone 13 Pro Max Apple запросто может использовать систему на чипе M1, как в iPad Pro 2021. В остальном все это выглядит очень странно. Взять хотя бы цены. Apple никогда не указывает ровные значения для цен. То есть вместо $700 она всегда пишет $699. Маркетинговая уловка. Кроме того, инсайдеры говорят, что айфоны будут стоить дешевле, но сами приводят те же цены, что для iPhone 13 и для iPhone 13 mini. $700 и $700 соответственно. Хотя iPhone 12 и iPhone 12 mini стоят $799 и $699 соответственно. Что касается iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, цены вовсе получатся выше на $50. Финальные цены всех iPhone 13 в итоге выглядят таким образом. iPhone 13 mini $699, iPhone 13 $799, iPhone 13 Pro $1050, iPhone 13 Pro Max $1150. Есть вопросы к оперативной памяти. Издание MyDrivers, вообще не самый достоверный источник про Apple, сообщает, что iPhone 13 и iPhone 13 mini будет по 4 ГБ оперативной памяти, а у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 6 ГБ. Вот только у нынешней линейки iPhone 12 в точности такие же объемы оперативной памяти. Что интересно, если верить этой утечке, то Apple впервые выпустит модификацию iPhone с 1 терабайтом памяти, но только для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Цена смартфона Apple таким образом впервые за всю историю перевалит за $1500. Будут ли его покупать за эти деньги? Вопрос спорный. Вот вам, например, нужен 1 терабайт памяти в телефоне? Расскажите об этом в комментариях. Чем отличаются iPhone 13 и iPhone 13 Pro? Ожидается, что Apple оснастит iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max дисплеем LTPO с низким энергопотреблением, что позволит iPhone иметь частоту обновления экрана 120 Гц. И утечка это подтверждает. При этом iPhone 13 и iPhone 13 mini оставят обычный OLED-дисплей с прежним энергопотреблением и частотой экрана. Полный переход с дисплеев LTPS на LTPO в iPhone, вероятно, будет завершен в 2022 году. Правда, в прошлом году многие тоже ожидали, что Apple использует дисплеи LTPO в линейке iPhone 2020 года, повысив частоту обновления экрана с помощью технологии ProMotion 120 Гц, как в iPad Pro. Однако компания оставила прежнюю частоту, но зато использовала во всех модификациях iPhone 12 OLED-дисплеи. Даже в iPhone 12 mini, который, как предполагалось до последнего, будут иметь IPS-экран, как в iPhone 11. По сути, частота обновления, диагональ экрана и камера – единственное отличие младших версий iPhone от старших. Среди особенностей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max также упомянули постоянно включенный дисплей, как на Apple Watch, который позволит просматривать уведомления и смотреть время, не касаясь телефона. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Своим мнением делитесь в комментарии под видео. Следите за новыми выпусками на канале и до новых встреч!